В этом видео мы с вами разберемся с тонкой настройкой AI-агентов при работе с сервисом N8N. Знаете, сразу скажу, что это будет такое не попсовое видео, где мы будем строить какие-то шаблоны. Я понимаю, что все хотят просто скачать какой-то шаблон, установить его в свой сервис N8N, а дальше там будь что будет. Но важно, если вы хотите скачать просто шаблоны, все шаблоны у нас выгружены в специальную базу данных. База данных находится в первом закрепленном сообщении под этим видео. Там вы найдете какие угодно большое количество шаблонов, инструкций по работе с этими шаблонами. В этом же видео я вам покажу, как правильно создавать и использовать AI-агента для именно своих задач. То есть мы здесь не будем строить шаблоны, я вам покажу тонкие настройки AI-агента, которые будут подходить под ваши конкретные задачи. Потому что как большинство людей используют AI-агентов, они просто ставят, добавляют блок AI-агент в свой N8N шаблон и думают, что все, типа AI-агент умный и помощник теперь будет выполнять всю работу. С одной стороны это так, но с другой стороны необходимо провести тонкие детальные настройки, именно подходящие под вашего AI-агента. То есть это не только промпт и все, что будет, соответственно, в него входить. Это еще куча дополнительных элементов, которые позволят вашему AI-агенту лучше ориентироваться и давать более классные ответы. Поэтому, ребят, поехали! Ребят, большая просьба, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите что-нибудь в комментариях, это поможет продвинуть это видео. Почему я это прошу? Потому что это видео не хайповое. Я вам не отдаю никакие шаблоны, которые вы можете скачать, которые решают большое количество ваших проблем. Но это видео обучающее. Такого на YouTube я, по крайней мере, не видел. Вы узнаете, как можно тонко настроить AI-агента, вы поймете вообще принцип работы AI-агента, его все детальные настройки, поэтому это не очень интересно, я понимаю, здесь очень большое количество теорий будет, но это важно, если вы серьезно пришли работать с сервисом N8N. Пожалуйста, поэтому поставьте мне нравится, напишите что-то в комментариях, для того, чтобы это видео просто хоть набрало чуть большее количество просмотров, чем оно наберет без этих ваших действий. В этом видео будет большое количество теорий. Значит, смотрите, когда мы настраиваем, либо когда мы создаем своего агента, в первую очередь нам необходимо выбрать, соответственно, модель нашего агента. Обычно все выбирают вот эту вот стандартную модель, а дальше уже прикручивают к этой стандартной модели дополнительные параметры. Какие дополнительные элементы есть? Во-первых, есть чат-модуль, то есть модель чата. Как мы используем модель чата? Большинство людей просто используют так. У меня есть API-ключ, например, для OpenRouter. Буду использовать OpenRouter. Либо у меня есть ключ для OpenAI, то есть ChatGPT. Буду использовать ChatGPT. Так, DeepSeek говорят, что он самый дешевый и бесплатный. Буду использовать DeepSeek. Так, Anthropic больше подходит, говорят, для каких-то там текстовых моделей. Но такой подход, он не совсем, либо там Grok, да, такой подход, он не совсем правильный. Давайте сейчас для начала разберемся, какие бывают модели и для чего они больше всего подходят. Я продолжу говорить, что в этом видео будет большое количество теорий, поэтому просто подготовьтесь. Один раз прослушав всю эту информацию, вы будете лучше ориентироваться при работе с N8N вообще с тонкой настройкой AI-агента. Значит, выбор модели. Есть у нас ChatGPT, это самый популярный инструмент. То есть классическая генерация текста, ответов на разные вопросы, написание статей, создание резюме. Грубо говоря, ChatGPT при выборе модели, он универсальный. Мы уже в процессе работы там, с ChatGPT, мы уже выбираем непосредственно саму модель, которая лучше всего подходит для тех или иных задач. Модели постоянно меняются, появляются какие-то новые модели, и в зависимости от того, что вам необходимо сделать, вы, соответственно, выбираете модель ChatGPT. Но проблема и минус ChatGPT при работе с сервисом N8N, он дает там достаточно размытые или общие ответы. Не всегда оптимален, особенно для каких-то сложных аналитических задач. То есть, если нам нужна аналитика, то мы, скорее всего, ChatGPT для аналитики использовать не будем. Написать письмо, написать текст, написать статью, использовать каких-то простых чат-ботов. Это да. Для всех остальных вариантов ChatGPT не подходит. Anthropic Claude — это также одна из самых популярных моделей. Обычно она подходит для, когда нам нужна безопасность и какая-то, знаете, этичность ответов. Я много работаю с
антропиком, с Клодом, и у него ответы, знаете, они всегда такие, ну, грубо говоря, мягкие. И очень мало внутри антропика таких дополнительных настроек, которые помогут усилить этот ответ. Например, корпоративные боты, где важна фильтрация токсичных ответов, большие документы и анализ больших объемов текста. То есть, когда нашему агенту приходит большое количество материалов, особенно когда он работает с таким инструментом, как память, лучше, чем антропик, с этой задачей не справляется никто. Плюс сложные цепочки рассуждений. Минусы. Иногда он отвечает слишком обтекаемо, то есть у него нет резких ответов. Он, знаете, как-то слишком мягко, можно так это назвать. Может быть медленнее, чем чем другие модели искусственного интеллекта. Следующие менее популярные агенты — это семейство, да, можно так их подразумевать. Это DeepSeek, Google, Gemini, Grok, Mistral, Llama X, Grok. DeepSeek для технических задач и исследовательских задач. Генерация кода, какая-то техническая документация, поиск каких-то инсайтов. Google мы, кстати, с вами проводили недавно видео, я записывал видео, где мы сравнивали модели искусственного интеллекта в зависимости от того, какая задача стоит. И Gemini тогда справлялся просто отлично со многим большим количеством задач. Для интеграции с Google сервисами Gemini просто идеальный. Для поиска часто используемых для анализа больших данных, поиска новостей и актуальных данных. Grok для задач, где важна скорость ответа или когда бюджет сильно ограничен. Потому что Grok, он дешевле и быстрее, чем другие агенты. Mistral для творческих задач, генерация креативного контента, рекламные идеи, легкие тексты. Llama, когда хочется протестировать open source модели локально через бесплатные API, иногда для каких-то приватных решений. Ну и Grok. Grok подходит для задач, связанных с анализом данных, где важна структурность ответов, поддержка большого количества токенов. То есть у него большее количество токенов, которые он может принимать на себя и смотреть. Еще есть остальные. Еще есть Azure от OpenAI. Это тот же самый OpenAI, просто через лишнюю прокладку. Есть OpenRouter, где мы можем выбрать большое количество различных моделей. Но я записывал видео про OpenRouter. У меня есть, обязательно посмотрите, динамический выбор моделей при работе с AI-агентом. Там OpenRouter лучше использовать, когда, знаете, мы хотим совместить все модели ИИ для конкретных задач. И мы просто в промпте прописываем нашему агенту, что необходимо использовать такой-то запрос, такой-то инструмент OpenRouter. Я напоминаю, что это большой выбор различных AI-моделей, то есть от всех практически сервисов, от Perplexity там, до DeepSeek и Anthropic. И мы прописываем в основном в AI-агенте динамический промпт для того, чтобы он сам выбирал модель для решения каких-то задач. То есть это универсальный шлюз, который позволяет использовать разные модели через единую точку доступа. Например, переключаться разными провайдерами без смены логики бота. Это очень важно, когда мы решаем, когда у нас, знаете, такой универсальный бот, который решает большое количество задач, и тексты пишет, и какие-то анализирует данные, и с клиентом общается. OpenRouter чуть дороже, чем оригинальные инструменты, но зато он, знаете, такой более гибче. Значит, какую модель использовать для каких задач? Там, простые чат-боты, генерация текста, это OpenAI, Mistral, Claude, Grok, легкие, быстрые, надежные, недорогие. Генерация кода, это DeepSeek, OpenAI, Генерация кода — это DeepSeek, OpenAI. Анализ больших текстов — это Claude и Grok. Креатив — это ChatGPT, либо Mistral Cloud. Технические интеграции — это Google Gemini. Корпоративная безопасность — это Anthropic и Azure от OpenAI. Чуть дальше про Azure от OpenAI я также расскажу. Быстрая генерация, экономия токенов — это Grok и OpenRouter. Локальное приватное тестирование — это Llama и OpenRouter. Реальные примеры и кейсы, то есть быстрый SMM-контент, рилсы и посты — это OpenAI. Анализ данных для диалогов, PDF — это Claude, Grok. Автоматические письма и ответы на часто задаваемые вопросы — это OpenAI. Кодовые ассистенты — это DeepSeek. Риски и политика — это Claude. Экономия бюджета на массивных рассылках — это OpenRouter. Таким образом, когда мы правильно выбираем модель для своего AI-агента, это будет сильно зависеть не только на тот бюджет, который будет потрачен на ответ этого AI-агента, но и то,
как этот AI-агент будет отвечать, насколько точен будет его ответ. Хорошо, а где же те самые тонкие настройки? Значит, смотрите, у каждой модели, когда мы выбираем модель, у каждой модели есть большое количество дополнительных настроек. И от этих настроек дополнительных будет зависеть и ответ у этой модели. Например, давайте вот самые такие, наверное, распространенные AI-агенты, это ChatGPT, это Claude, и у каждого есть большое количество параметров, да, что обозначают эти все параметры. Вот мы выбрали, например, OpenAI, ChatGPT Nano. Давайте простыми словами я объясню, что значат вот эти вот все дополнительные параметры, потому что от этих параметров тоже будет зависеть ответ вашего AI-агента. Первое, значит, это настройка ключа. Ну, здесь все понятно. То есть вы выбираете ключ от своего сервиса. Кстати, сейчас от ChatGPT ключ предоставляется бесплатно. У тебя есть там два аккаунта OpenAI. Один тестовый, там с лимитами на месяц. Второй рабочий для каких-то коммерческих задач. В рабочем процессе для клиента ты выбираешь там OpenAI AI Work, называешь его, чтобы клиент смог взаимодействовать с этим. То есть это как ключ от ИИ. Без ключа и не откроется, и соответственно, работать не сможет. То есть это первый раздел. Второй раздел – это, конечно же, модель. То есть те самые модели, которые будут выполнять те или иные действия. Если нужен там более умный, более быстрый ответ от ИИ, например, там для сложных задач мы можем использовать 4.1 нано, для рутинных там 4.1. То есть при выборе модели ты выбираешь, кто тебе будет помогать, умный ученый, либо какой-то быстрый друг, либо какой-то смешной сказочник. Ну, здесь тоже все понятно, по моделям они постоянно обновляются и появляется что-то новое, какие-то модели стоят дороже, которые более умные, какие-то модели стоят дешевле. Следующий элемент — frequency penalty. Значит, что это? Это штраф за повторение одних и тех же слов и фраз. То есть мы здесь выставляем параметры. Параметры выставляются от 0, по-моему, до 2. 0 это не штрафовать, то есть и может повторять слова, и 1 это сильно штрафовать и будет стараться не повторяться. Как использовать? Если заметил, что наш ИИ-агент часто повторяет одни и те же фразы, то ставь больше нуля, например, 0,5. Для креативных задач обычно выбирает от 0 до 0,2. Пример, да, если ты спрашиваешь AI-агента, сделай мне рекламный пост, например, для Instagram, то при параметре 0 он напишет примерно такую фразу, да, наш продукт лучший, наш продукт может вам помочь, выбирайте наш продукт. То есть он постоянно повторяет одну и ту же фразу, но в нескольких интерпретациях. Когда мы выставляем параметр чуть выше, например, там до 1, либо там, вот как у меня в этом случае, до 2, то он будет рассказывать более интересную, то есть он будет подбирать другие слова. Используйте наш продукт, почувствуйте разницу, откройте для себя новые возможности, забудьте о проблемах То есть он уже не использует одни и те же фразы при своем ответе. И любит повторяться. Этот параметр говорит ему: не повторяй одно и то же много раз. Без штрафов мороженое вкусное, вкусное, вкусное. Со штрафом мороженое потрясающее, классное, замечательное. То есть этот параметр уже позволяет скорректировать ответ нашего ИИ. Поэтому его иногда нужно использовать, особенно если вы видите, что в ваших ответах какой-то сюр он выдает. Значит, следующий параметр — максимальное количество токенов, maximum number of tokens. Что это значит? Это лимит на длину ответа в токенах. Примерно 1 токен — это 0,75 слова по-английски. Для русского языка этот параметр чуть меньше. Он составляет примерно 0,5-0,6 русского языка. То есть по-английски, почему мы часто пишем системные промпты именно на английском языке? Чтобы сэкономить токены. Потому что там 20, 30, 40% экономии токенов при работе с английскими словами, а не русскими словами. Если нужно короткое сообщение, то ставь там меньше 100, меньше, то есть меньше. Если нужно короткое сообщение, то ставь меньшее количество токенов. Например, там 100-200, он будет уже ориентироваться, что у него есть лимит, и он должен в этот лимит выразить свою мысль. Если нужен какой-то длинный развернутый текст, то ставь там 4000, 8000. -1 это максимальное
максимально сколько модель поддерживает. То есть мы можем поставить там не 8000, а -1, и тогда он будет ориентироваться всегда на эту цифру и будет выставлять максимальное количество токенов. Так, где это? Вот здесь в данном случае стоит там 200, и мы видим более короткие ответы. Для больших текстов, отчеты, анализ, то нам необходимо увеличивать этот ответ. Это как длина письма. Мало токенов, короткий ответ, много токенов, длинный ответ. Ну, я думаю, что здесь примеры приводить не нужно, да, вот максимальное количество токенов 30. Привет, я ваш помощник, готов ответить на любые вопросы. Если нужно развернутое объяснение, то мы увеличиваем количество токенов. Следующий, значит, элемент response формат, то есть формат ответа. Здесь есть уже выборы, два варианта выбора. Это текстовый формат или JSON формат. Что значит? Текстовый формат, то есть это текстовый формат, это когда он просто выдает нам текст. JSON формат это более структурный ответ, когда мы будем передавать эти данные куда-то дальше для их дальнейшей обработки. То есть текст это стандартный, обычный ответ, статья, письмо, сообщение. JSON это если хочешь, чтобы ей выдал структуру. Например, списком, либо какую-то таблицу, либо какое-то значение. То мы выбираем ответ JSON, и он будет нам выдавать уже те самые таблицы, либо списки, которые нам нужны. Например, вот 5 идей для Reels. Утренний ритуал, второе, как я планирую день, и JSON формат он будет выдавать в таком ответе. Нам уже с этим JSON нужно будет его обрабатывать и работать с ним. Ты хочешь обычный текст или аккуратный список, как таблица. Текст простой, текст JSON, красиво, все и по полочкам, но требует дальнейшей обработки. Следующий параметр это presence penalty. Значит, что он обозначает? Смотрите, это стимулирует и использовать новые слова в ответе, в своей теме. То есть он 0, он не влияет, когда мы выставляем параметр 0. Больше нуля и будет пытаться добавлять больше разнообразия в своих ответах. Если ответы кажутся вам какими-то скучными и повторяются постоянно одно и то же, то ставь 0.2-0.8. Для генерации идей, креативных ответов от ИИ можно это выставлять и выбирать. Если поставить выше, ИИ будет пытаться придумывать что-то новенькое постоянно, а не говорить одно и то же. Например, низкое значение это почитай книжку, почитай книжку. Более высокое значение это почитай книжку, нарисуй, погуляй, послушай музыку. То есть более креативный ответ, и на мой взгляд он будет выглядеть намного лучше. Значит, задаешь вопрос, например, дай совет по повышению продуктивности. Если минимальное значение установлено, то он составьте план, делайте перерывы, убирайте отвлекающие факторы. То есть похожие советы там каждый день. Если у нас будет более высокое значение, то попробуйте технику помидора, используйте приложение для фокусировки, внедрите утренний ритуал. То есть более как бы разнообразный ответ от этого параметра. Здесь у меня стоит 2, но давайте поставим 1 для следующего теста. Следующий параметр это sampling temperature, то есть температура ответа. Что это значит? Это насколько креативным будет ответ от нашего e-агента. 0.1, 0.3 это максимальная предсказуемость, ну и формальный ответ. 0.7.1 это креативно, когда и немного, знаете, такой с приветом. Вот. Как использовать? Для четких инструкций, когда нужна строгость, мы используем параметр 0.2, 0.5. 0.5 уже, хотя тоже это такой, знаете, он еще не супер креативщик, но как бы готов перейти эту грань. Для креативности и генерации идей 0.7.1. Отлично справляться будет наш агент. Значит, просишь придумай слоган для фитнес-клуба. Фитнес для всех, тренируйся с нами. Если температура высокая, то прокачай свою силу, измени мир с первого раза. Ярко, креативно и нестандартно. Но здесь важно тоже понимать, что и иногда, говорю еще раз, может уйти куда-нибудь с приветом и давать нам такие достаточно интересные ответы, которые не всегда могут быть корректны в том или ином варианте. Следующий элемент называется тайм-аут. Значит, что это? Сколько миллисекунд будет ждать ответа от ИИ? По умолчанию это 60 секунд, то есть в течение минуты должен ИИ ответить. Когда менять? Когда мы знаем, что мы задаем какую-то сложную, тяжелую задачу для нашего ИИ-агента. Например, к нему приходит большое количество данных, и ему эти данные нужно обработать. Тогда мы увеличиваем ответ до 12 тысяч, по-моему, токенов, да? Параметр просто 120 тысяч
не знаю, как это называется, параметр. Для коротких задач можно уменьшать, чтобы не ждать ответа слишком долго, если что-то пошло не так. Для более сложных задач мы, соответственно, этот параметр увеличиваем. То есть сколько времени ей будет думать, прежде чем сдаться. Если задача сложная, можно подождать подольше. В 180 секунд, то есть 3 минуты, это когда максимальное значение, когда хватает времени все обработать. Но мы знаем, что если что-то пойдет не так, то нам придется ждать 3 минуты для того, чтобы узнать, что что-то пошло не так. Следующий параметр это max retries. Что это значит? Этот параметр отвечает, сколько сервис N8N будет пробовать раз отправить запрос заново, если не получит ответ. Например, при какой-то ошибке сервера или при ошибке нашего, как это правильно сказать, VDS, да, сервера. Когда менять? Если сервер иногда падает или работает нестабильно, то можно поставить, соответственно, 3-5 раз. По умолчанию там, если не ошибаюсь, стоит около 1 или 2 раз. То есть 2 раза он пробует, если что-то идет не так, то он присылает ответ с ошибкой. Иногда серверы перегружены и выбрасывают ошибку. Max Retries 2 это пробует еще раз, если не получилось с первого раза. 5 раз это значит, что он 5 раз будет пробовать, и если на 5-й раз, то скорее всего там какой-то реально серьезный временный сбой, а не временная неполадка. Поэтому обычно 2 достаточно, но можно иногда поставить там 3-5 раз, если вы замечаете, что при работе там, вашего сервера возникают часто ошибки. Следующий элемент это top-P. Что это значит? Это параметр, регулирующий разнообразие. Вот этот параметр, он самый последний. 1 это максимальное разнообразие и ответов, то есть и всегда выбирает из разных вариантов, из всех возможных вариантов. 0,5 это он выбирает, как бы по его мнению, из лучших вариантов. Оставляя 1 для нормальных задач, для строгости и скучных задач можно уменьшить там до 0,7. Сколько людей выбирает, из скольких идей выбирает свой ответ. Выбирает из всех идей, даже редких, только из самых простых и обычных. То есть, например, ты генерируешь текст для вариантов названия твоего продукта. Если стоит единица, то это ультраэнергия, быстрый старт, поток силы, драйв дня, заряд бодрости. Меньший параметр, то он говорит уже более как бы стандартные и обычные, не креативные идеи будет тебе передавать. Значит, краткая шпаргалка для новичка. Я сейчас ее зачитывать не буду, вы можете просто выставить. Если вам нужны серьезные, хорошие идеи, то вы выставляете на минимальных значениях. Если вам нужна какая-то креативность от ИИ, от искусственного интеллекта, то вам нужно выставить параметры на более высокие значения. Тогда и агент будет уже более креативно подходить к решению тех или иных задач. Значит, ты хочешь креативности, повышай такие-то данные. Нужна строгая структура, понижай эти параметры. Нужен JSON для автоматизации, ставь ответ JSON. Больше текст, увеличиваем максимальное количество токенов. То есть все более-менее задачи, которые вам нужно решить, а то я вижу, что многие там говорят, что мой ИИ слишком там странно себя ведет, так просто у вас ИИ настроен под стандартный формат, а ваш проект не требует стандартного формата, вам необходимо, соответственно, поработать над своим ИИ. Хорошо, следующий элемент, сам ИИ, то есть сам AI-агент, ему тоже требуется хотя бы там базовая настройка для того, чтобы он работал более-менее нормально. Какие вообще возможности есть при настройке ИИ? Здесь есть тоже большое количество параметров. Значит, первый параметр, давайте войдем, это как бы сам промпт, то есть который задается, вот он, prompt use message. Это промпт, который задается, то есть запрос, который в него приходит. То есть это сообщение, которое отправляется ИИ, когда его кто-то что-то спрашивает. Здесь обычно, если мы используем Telegram, то мы отправляем данные в Telegram от запроса в Telegram, и он получает, соответственно, те запросы. Если мы используем стандартный промпт, то он приходит от стандартного запроса, который ему приходит вот с чата. Обычно, если мы используем сторонние ресурсы, то мы прописываем здесь промпт. Значит, следующий элемент – output specific format. То есть что значит? Это когда нам нужно получить от нашего искусственного интеллекта ответ в специальном формате. Например, мы хотим, чтобы он нам написал
пост, либо какой-то текст. При этом мы хотим, чтобы он, кроме этого поста и текста, сразу же нам написал заголовок, выделил ключевую мысль, выделил текст, выделил там призыв к действию, написал хэштеги, и чтобы все это было не в одном формате, а в разных форматах, то есть для того, чтобы мы могли заголовок отправить в заголовок, основной текст в основной текст, хэштеги в хэштеги, ключевые слова в ключевые слова. Поэтому мы используем специфика output format и выбираем дальше парсер. Как это выглядит? То есть мы включаем этот элемент, дальше переходим и выбираем, соответственно, парсер непосредственно для того формата, который нам нужен. Об этом есть тоже на моем канале отдельное видео, обязательно посмотрите. Хорошо, следующее, System Message. System Message — это то, как будет отвечать, то есть это главная инструкция для нашего AI-агента. То есть это инструкция, как AI-агенту нужно отвечать. Например, если мы ему напишем «отвечай стихами», то он будет ответ свой корректировать таким образом, чтобы этот ответ был написан стихами. Либо «всегда выводи в заголовок», либо «не пиши такие-то слова». Мы все это, либо «что ты должен делать, когда тебе приходит запрос», «куда отправлять». То есть это главный промпт, главное системное сообщение, главная инструкция, по которой он должен действовать. Например, задать тон, задать поведение. Чем четче и интереснее будет System Message, тем круче и полезнее будет получаться ответ от нашего AI-агента. То есть большинство запросов, когда у нас наш AI-агент отвечает не так, либо действует не так по нашему процессу, когда он идет и, например, вместо того, чтобы обращаться к тому или иному инструменту, он не обращается к этому инструменту. Да все потому, что у него в системных сообщениях, в системном промпте забит неправильный промпт. И он не понимает, что ему нужно делать, либо он теряется. И для этого нужно прописывать детальные инструкции, что он должен делать. Следующий элемент называется Max Iteration. Значит, что это такое? Это сколько раз искусственный интеллект, либо LLM-модель может выполнять действия, чтобы добиться результата. Например, если нужен многошаговый ответ, то мы прописываем большее количество значений. По умолчанию здесь 1.3, но мы можем увеличить это количество, то есть для задач с несколькими шагами. Например, парсинг, какие-то сложные цепочки, где нужно повторять действия до определенного успеха. Сейчас, в последнее время, вот этот параметр, он увеличивается. То есть он сам понимает максимальное количество действий, которые ему необходимо выдать перед ответом. Например, у нас сложная структура. И для того, чтобы эту сложную структуру обработать, ему нужно увеличивать количество Max Iteration. Но сейчас в N8N внедряется элемент, называется он Think. То есть если это раньше был отдельный инструмент, который мы добавляли в своего агента, вот примерно так он выглядит, то теперь принцип логики, он вставляется и в самого агента, и иногда инструмент Think, он может там затянуть время специально, да, для того, чтобы он лучше подумал, либо обратиться к этому инструменту. Но сейчас инструмент логики часто работает уже в самом агенте, и вот этот вот параметр, он сходит на нет. Все равно, если у вас большое количество инструментов в вашем агенте, то вы должны выставить как раз максимальное количество действий, которые он должен выполнить для того, чтобы решить ту проблему, либо тот запрос, который вы ему отправили. Следующее. Return Intermediate Steps. Что это значит? Это если мы включаем этот параметр, а здесь просто тумблер, да, как вы видите, то ИИ будет возвращать все промежуточные шаги работы, а не только финальный результат. То есть это отладка сложных задач для того, чтобы понять, что и на каком шаге пошло не так. Например, мы просим, грубо говоря, показывать ИИ все шаги его размышлений, его действий. Попросить друга рассказать все, что он делает, шаг за шагом. Например, первое, я сделал это, второе, я сделал это. Рассказывай, как решаешь задачу. Сначала что подумал, а потом что попробовал. И в конце какой результат получил. Мы используем в таких случаях, когда вы реально тестируете и смотрите, правильно ли решает задача, мы, соответственно, больше для теста используем этот элемент. Следующий элемент — это
Работа с изображениями. Что это значит? Это значит, когда к ИИ-агенту попадает какая-то картинка, какое-то изображение, какое-то фото, либо какой-то график, этот параметр позволяет пропустить ее дальше по цепочке, не ломая саму обработку. Используется для сценариев с изображениями, например, для обработки фото, для генерации мемов, для каких-то там более сложных задач. Грубо говоря, если тебе прислали картинку, либо ИИ получил картинку, то он просто передает ее дальше, не смотрит ее и не меняет свой ответ в зависимости от той картинки, которая там, от того изображения, что там изображено, наверное, так лучше сказать. То есть, словно ты рисуешь и говоришь, передай вот этот рисунок маме. Друг не смотрит и не портит рисунок, просто его передает дальше, отдает его в следующий запрос. Batch Processing. Значит, здесь несколько параметров. Значит, первый параметр batch size и второй delay between batch. Сколько запросов в обработке одновременно в одной пачке. Например, если нужно отправить 100 сообщений разным пользователям, можно разбить на батчи по 10 штук. И он по 10 штук будет отправлять. Грубо говоря, если надо что-то сделать для многих людей сразу, то ваш и друг может делать это по 5, либо по 10, либо по одной задаче. Например, нужно раздать 30 конфет. Друг берет по 5 конфет за раз, идет, раздает их и возвращается, берет опять 5 конфет, идет, раздает, возвращается. Batch size сколько, грубо говоря, конфет за раз он берет. И второй, сколько подождать, прежде чем взять новую партию. То есть, сколько времени ему потребуется для того, чтобы отдать те самые запросы, которые в него переходят. Мне очень сложно это объяснить, как не программисту, я пытался простыми словами. Надеюсь, вы поняли. То есть, чтобы не перегружать сервис или не попасть под лимиты API, нужно ставить паузу для того, чтобы он каждый раз обращался, но происходило это с определенной задержкой. И последний элемент, который также влияет на ответы, это так называемый memory. Значит, у нас есть несколько видов памяти. Сейчас этот раздел также в N8N с приходом большего количества сервисов увеличивается. И память агента. Что такое вообще память? Память — это, знаете, как блокнот у искусственного интеллекта. Он запоминает, что вы ему писали раньше, чтобы не забывать важные детали и отвечать умнее. Например, если ты сказал «меня зовут Игорь», и запомнит, и потом сможет обратиться к тебе по имени, даже если прошло несколько сообщений. Для чего нужна память? Чтобы вести длинные живые диалоги, а не отвечать каждый раз с нуля и не понимать, кто ты такой и для чего ты вообще к нему обращался. Чтобы бот мог помнить твои задачи, пожелания, детали прошлых разговоров. Например, адрес, номер заказа, любимый цвет. Чтобы делать умных ассистентов, которые учатся на наши вопросы. Какие типы памяти бывают? Смотри, есть Simple Memory. Это самый простой вариант, где хранится прямо в N8N и память никуда не передается. Обычно это какие-то простые чаты, где не нужен большой объем истории. Есть вот эти элементы мы еще с вами не разбирали. Я их и сам, честно говоря, не использую. Это вот Mongo Chat Memory, это MotoThread Memory, это Postgres Chat Memory. Postgres Chat Memory — это память, которая хранится непосредственно в наших базах данных, где мы сможем ее хранить, грубо говоря, безопасно. И Zap Memory — это базы хранения для поиска по большим базам знаний. Значит, на пальцах для ребенка память — это как тетрадка или дневник, если нет памяти, и как рыбка, которая забывает все на свете. Простая память — это маленький блокнот, это больше большой такой школьный дневник, где можно найти все, что было. Redis — это стикеры на холодильнике, быстро написал, но могут быстро потеряться. И Zap — это как волшебная тетрадь, написал, и можно найти запись даже спустя большое количество времени. Как выбирать? Для теста игры коротких задач, соответственно, Simple Memory. Для бизнеса, чтобы бот помнил все, мы используем в основном Postgres. Для каких-то обычных чатов Redis и для умных ассистентов, которые ищут по старым диалогам, то это, конечно же, Zap Memory, и лучше Zap Memory я в этой задаче не встречал. Zap Memory, если не ошибаюсь, сейчас можно также разворачивать на локальном сервере. Я, если успею, то запишу отдельное подробное подробное видео по этой теме. В принципе, это все. То есть вы сейчас, надеюсь, посмотрели это видео, и у вас сложилось хоть какое-то понимание, как сделать вашего AI-агента более
не то что умным, а как его подогнать под те конкретные задачи, которые вам необходимо внедрить. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Я понимаю, что это видео не хайповое, не с шаблонами. Все шаблоны у нас есть в телеграм-канале. Ссылка находится в первом закрепленном сообщении. Пожалуйста, поставьте «Мне нравится этому видео». Поделитесь им с друзьями. Таких видео на ютубе нет. С вами был Гризуевич. Пока.